Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Максим. Мы сегодня с вами не в обычном для нас районе. Я снимаю больше других районов. Каролинас, Кампу-Амор, Плаза де Торос, центр. Мы сейчас с вами находимся по другую сторону Аликанте. Мы находимся в районе Бенауэ, точнее в Флорида-Альта. И у нас на обзоре сегодня замечательная квартира. Это у нас атико на последнем этаже с террасой. У нас 3 комнаты, 75 квадратных метров, гостиная, ванная, кухня и большая солнечная терраса. Квартира нуждается в неком косметическом ремонте. В принципе, в данную квартиру можно заехать и жить, или же сдавать, но хотелось бы ее немножечко улучшить, поменять полы, покрасить стенки, освежить и поменять, может, какую-то мебель. И, в принципе, этого будет более чем достаточно для данной квартиры. Ладно. Dime. Dime, caballero. Tranquilo. Antes en esta plaza ¿Снимаешь? llegaba hasta Ajá. aquí. ¿Sí? Había una montaña, digo, a ver si la habéis hecho una foto, Ajá. ahí arriba de la montaña. Hemos grabado esa parte. Estamos vendiendo un de la piso aquí. montaña y todo, Sí, ¿no? sí, estamos vendiendo un ¿Sois algún piso. programa o algo? No, llevamos un canal de YouTube con las ventas de propiedades en este barrio y ya. vendemos en No, yo lo digo porque en el esta YouTube. plaza de aquí para allá era montaña. Ah, vale. Qué bien Porque saberlo, ¿eh? Esta plaza era muy pequeña. Sí, pero bueno, ahora mismo que ampliaron la todo plaza eso. muy bien, ¿eh? Yo he subido hasta arriba, a esta montaña y tal. Vale, gracias, ¿eh? Vale, venga, caballero. Vale. Saludos. Так вот, давай вернемся к нашей инфраструктуре. Что мужчина сказал? А? Мужчина что сказал? А я субтитры потом вставлю с его этим. Ты ж Мужчина подснял? что сказал? Говорит, что здесь раньше была гора, и что эта плаза была намного меньше. И спрашивают, вы подсняли ее? Вы точно сняли? Привлеките больше капитала в нашу страну. Короче, да, говорит, гора здесь раньше была. Так вот, друзья, давайте же поговорим немножечко про инфраструктуру данного района. В минуте ходьбы от данной квартиры у нас есть школа, в 2 минутах есть все банки, кафешки. Мы находимся в таком замечательном парке прям под домом. Мы в 3 минутах от нашего подъезда. И, соответственно, здесь богатая инфраструктура, есть на что посмотреть, есть где провести время. Есть также все автобусные направления, которые идут в центр и на пляж. Давайте же пройдем и посмотрим на нашу квартиру. Друзья, вот мы уже и поднялись на наш 4-й этаж. Тут по правую руку сразу же встречает меня наша терраса. Она небольшая, но тут есть столик на 3, есть замечательное кладовое помещение, где вы можете хранить свои личные вещи. В данный момент здесь хранятся личные вещи владельца, но здесь вы можете в будущем хранить свои личные вещи, когда вы купите данный объект недвижимости, и наслаждаться вот такой вот замечательной террасой. Пойдемте же посмотрим, что нас ждет дальше. Здесь стоят, к сожалению, деревянные окна. Это нужно будет поменять. Наша гостиная. В гостиной есть некоторая мебель, но это все нужно собрать, выкинуть и сделать здесь косметику, потому что квартира нуждается в ремонте. Проходя дальше, у нас здесь такой длинный коридор, и по левую руку комнаты. Первая комната — это у нас кухня. Кухня также нуждается в уходе, в ласке, во внимании, потому что кухня достаточно старенькая. Хоть и гарнитур выглядит неплохо, как бы его можно использовать, но если вы хотите здесь жить сами, хотите проинвестировать и жить в чем-то красивом, хорошем, нужно это все, конечно же, поменять. Ну а для аренды, в принципе, можно оставить все и в таком виде. То есть, он уставший гарнитур, но как бы ручки не отваливаются, все держится. У нас тут выход в наше патио. Здесь можно повесить одежду. Это все наши 2 окна впереди. Патио чистое, покрашенное. Коммунидат ухаживает за состоянием дома. Выходя из данной комнаты, мы проходим по коридору. И следующая комната, которая нас встречает, это санузел.
Стены с испанским готеле. Я бы даже назвал, что это какой-то такой необычный тип декоративной штукатурки. Это не готеле, а какой-то такой стиль рустика. Выглядит неплохо, но я бы все перекрасил, все бы убрал, поэтому пойдемте посмотрим дальше, что у нас тут за ванная комната. Местечко здесь скромновато. Конечно, вальс не потанцуешь, но есть такое замечательное вентиляционное окно, плато де дуча, душ. Есть гигиенический душ а-ля биде, полочки, такой стандартный тип санузла. Конечно же, здесь нужно все это поменять, улучшить, сделать конфетку и наслаждаться этим данным объектом по полной программе. Дальше у нас по правую руку первая комната. Здесь, в этой комнате, имеется поворотно-откидное окно, которое было поменено. Оно не деревянное, оно пластиковое и оно поворотно-откидное. Хотя почему-то на проветривание не ставится. Наверное, здесь не предусмотрено проветривание, но оно поворотно-откидное. Хотя, наверное, оно не откидное, потому что оно не ставится на проветривание. Да? Ну, оно поворотное. Короче, понятно, ролеты, пластиковые окна, такая двухспальная кровать и шкаф здесь. Высокие потолки, то есть, ну, хороший объект, все беленькое, все белое. Соседняя комната примерно идентичного размера, она отличается только тем, что здесь уже за вас вывезли и утилизировали всю старую мебель, оставили здесь вот такие вот нюансы. Небольшое эхо, но здесь точно такое же. Поворотно-откидное окно, которое не поворачивается на проветривание, но оно пластиковое, не деревянное. Прошу это заметить, это очень важно, потому что окна достаточно дорогие. И здесь они уже поменены, как и в нашей третьей последней комнате. Белые стены, стандартная комната, окно в патио, но патио не закрытого типа, то есть здесь есть пространство, есть открытая зона, попадает свет. Оно не темное и, соответственно, ну, приятное патио. Я называю такие патио приятными патио. Соответственно, мы посмотрели вторую комнату и идем с вами смотреть последнюю, третью комнату. Это тоже комната выходит с окном в то же самое патио, где мы и были. Тоже поворотное пластиковое окно, свежие ролеты. Все выглядит беленьким и очень хорошим. Ну, собственно, вот такая вот у нас получается последняя финальная комната. Пару слов я бы сказал и добавил бы про пол. Пол здесь, конечно же, лучше поменять, но в принципе на эту старую плитку можно настелить обычный ламинат. И она сразу же подорожает на несколько тысяч евро. Просто заменив данную старую испанскую плитку, мы сможем добиться замечательного эффекта, освежающего эффекта для данной квартиры. Собственно, давайте же подведем итоги. Вот такая у нас на обзоре была квартира, друзья. А я вам хочу напомнить про доступную цену данного объекта недвижимости. Инвестора, пожалуйста, присмотритесь к данному объекту. А я вам хочу напомнить, что у нас 75 метров квадратных, 3 комнаты, солнечная терраса, ванная, гостиная и кухня. Очень интересный объект, очень доступная цена, хороший район, солнечная терраса, замечательная инфраструктура для семьи с детьми, просто идеальный вариант для молодой семьи, потому что школа находится в 1 минуте всего лишь от дома. Поэтому, друзья, пожалуйста, напишите мне, что вы думаете о данной квартире в комментариях, поддержите мою работу, поставьте мне лайк, подпишитесь. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем пока!